Майя Хромых сдвоила прыжок в каскаде в короткой программе на турнире в Варшаве. Российская фигуристка Майя Хромых допустила ошибку в короткой программе на турнире в Варшаве, который входит в серию ISU Challenger. Спортсменка начала свое выступление с сольного двойного акселя, затем исполнила тройной флип. После этого Майя зашла на каскад, но не очень уверенно приземлила тройной лупс и смогла прицепить к нему лишь двойной тулуп. Судьи оценили выступление россиянки на 69,24 балла, она вышла на текущее первое место. И зачем я напрягалась? Почему Косторная возмущалась оценкам на Гран-при Франции? Алену откровенно обделили судьи на турнире в Гренобле в 2019 году. А затем заслуженную золотую медаль Алены повесили на шею американки. За последние 2 сезона Косторная привыкла к невысоким оценкам за свои выступления. Из-за метания по тренерам Алена сдала в катании, потеряла стабильность и перестала быть похожей на саму себя. Фигуристка потеряла авторитет среди судей и теперь довольствуется достаточно скромными баллами. А ведь всего 2 года назад Косторная позволяла себе дерзость в сторону арбитров и открыто выказывала недовольство оценками. На своем дебютном этапе Гран-при во Франции в 2019 году Алена поразила фирменным тройным акселем, но получила откровенно низкие баллы за вдохновенный прокат. Эмоций Косторная не сдерживала. А потом заслуженную золотую медаль ученицы Тутберидзе повесили на шею американской фигуристки. Косторная дерзко возмутилась оценкам на Гран-при Франции. На старте сезона 2019-2020 публика воспринимала Косторную как самую слабую фигуристку из феноменального трио Тутберидзе. Трусова и Щербакова поражали четверными прыжками, единственным же козырем Алены было неземное катание. Юную фигуристку многие не воспринимали всерьез. А болельщики Евгении Медведевой и Алины Загитовой были уверены, что их любимица с легкостью вытеснит Косторную из сборной на главные старты. Алена видела неутешительные прогнозы, запасалась спортивной злостью и на своем дебютном взрослом турнире Финляндия Трофи удивила роскошным тройным акселем. Суперпрыжок позволял Косторной рассчитывать на самые престижные награды. На свой дебютный Гран-при Алена уже приехала в статусе главного фаворита. И это при том, что вместе с ней в Гренобль отправилась Алина Загитова. Косторной не составило труда обойти действующую чемпионку мира уже в короткой программе. Поразительные прыжки, невероятная хореография, роскошный тройной аксель. Казалось, Алена уже сейчас готова побить мировой рекорд, принадлежащий японке Рике Кихире. Косторная выдала потрясающее выступление. Но судьи этого не оценили. Итоговый балл, появившийся на табло, смыл улыбку с довольного лица Алены. Оценки выглядели необъяснимо. За вдохновенный прокат с тройным акселем фигуристка получила всего лишь 76,55 балла. Для сравнения, на Финляндия Трофи с двойным акселем Косторная получила 77,25. Тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгаус были крайне удивлены результату своей ученицы. А сама Алена не сдержалась и воскликнула: «И зачем я напрягалась?» Недовольство фигуристки выглядело очень дерзко, но при этом оправданно. Судейство во Франции было очень странным. Досталось даже Загитовой. Алина собрала комбо из ошибок. Неверное ребро на Утсе, недокрут на Ридбергере, и штраф за выход из временного лимита. И далеко не все из них выглядели справедливыми. Косторная показала спортивную злость в произвольной программе. Недовольство судейством Косторная трансформировала в спортивную злость. Алена безупречно исполнила произвольную программу «Сумерки» с 2 тройными акселями. Эмоционально, игриво, уверенно, ученица Тутберидзе была похожа на настоящую рок-звезду. После проката зал долго аплодировал, а судьям пришлось ставить то, что полагается. Здорово, просто классно. Она лучше делает аксель, чем Кихира, посмотрите, какая высота на втором. Выучила еще четверной выучить. Она так точно каталась, как она себя контролировала, эта девочка. Испытывала огромное удовольствие. И мы вместе с ней, восторгалась Татьяна Тарасова.
С отрывом 20 баллов от Загитовой Косторная победила на своем дебютном этапе Гран-при. У Алины в произвольной программе получилось не все, чемпионка ошиблась на выезде с тройного лутса, а арбитры отметили на некоторых прыжках недокруты и неясные ребра. Тем не менее Загитова смогла взять серебро. Золото Косторной повесили на шею американки. Этап во Франции был странным не только в плане судейства. На церемонии награждения фигуристок произошел настоящий конфуз. Глава метрополии Кристоф Феррари перепутал медали, и вместо бронзы повесил на шею американке Марае Белл золото. Но никто из фигуристок, стоящих на пьедестале, не растерялся. Девушки с юмором восприняли эту неловкость. Белл сняла медаль и лично наградила ею законную обладательницу. Марая пожала Косторной руку и поздравила с победой. Фигуристки рассмеялись, церемония была спасена. Именно на том странном этапе во Франции Косторная заявила о себе во всеуслышание. С тех пор в жизни фигуристки многое изменилось, она выиграла чемпионат Европы, со скандалом ушла к другому тренеру, провалила прошлый сезон, а в этом выглядит неубедительно, и на глазах теряет шансы на попадание в олимпийскую сборную. Тем интереснее будет наблюдать за Аленой на французском этапе в этом году. Кто знает, вдруг Косторная вспомнит былой триумф и ворвется в гонку за Пекин с новыми силами. Воспользуется ли Алена Косторная уникальным шансом? С каждым стартом Алена показывает результаты все лучше и лучше. Кажется, и сама судьба благоволит ученице Тутберидзе. У Косторной появился уникальный шанс попасть в финал Гран-при. Только воспользовавшись им, Алена сможет доказать, что ее рано исключать из гонки за Пекин. Косторной нужно включаться в борьбу прямо сейчас. На Гран-при Франции нас ждет захватывающее противостояние Щербаковой и Косторной. Для обеих фигуристок турнир станет проверкой на прочность. У каждой из них свои вызовы и задачи. Ане необходимо реабилитироваться после неудачи в короткой программе на итальянском этапе и доказать, что ошибка на ее коронном каскаде Лутц-Ридбергер была случайной. При этом даже с чистым прокатом победить в короткой программе Щербаковой будет непросто. У Косторной есть хорошие шансы захватить промежуточную победу при качественном исполнении проката с тройным акселем. Но стоит понимать, что на итоговую победу у Алены шансов крайне мало. На золото фигуристка может рассчитывать только благодаря грубым ошибкам Ани. С большой долей вероятности во Франции Щербакова пойдет на усиление. В Турине Аня исполнила из ультра-си только четверной флип, но уже тогда признавалась, что у нее готов и квад-лутс. Тогда тренеры сдержали фигуристку и настояли на облегченной версии контента. Сейчас же в этом смысла нет. В отсутствие реальных конкуренток Аня может отработать сложнейшие элементы и замахнуться на мировой рекорд. Щербаковой необходимо набирать авторитет у судей, показывая, что она способна быть равноценной соперницей феноменальной Камилы Валиевой. Не менее амбициозные задачи и у Алены Косторной. Чемпионке Европы выпала уникальная возможность выйти в финал Гран-при. Травмы не позволили Александре Трусовой и Дарье Усачевой выступить на японском этапе, так что они из гонки выбыли. Для прохода в финал серии фигуристки достаточно выиграть серебро во Франции, что для нее вполне посильная задача. За исключением Щербаковой, сильные конкурентки во Францию не приедут. В теории навязать борьбу Алене могут японка Вакаба Хигучи, а также американки Марая Белл и Карен Чен. В спор за медали может включиться и Ксения Синицына, владеющая четверным прыжком. Но все же последнее слово останется за Косторной.